Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила, и сегодняшний мастер-класс у нас посвящен вот таким очаровательным детским ботиночкам. Они подойдут на ребенка 6-8 лет и подходят как мальчикам, так и девочкам. Все зависит от сочетания выбранных вами цветов. Эти ботиночки легкие, теплые, они на липучках, поэтому ребенок легко сможет их сам одеть и затем снять. Друзья, все материалы на моем канале для вас абсолютно бесплатны, поэтому от вас я жду лайк. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео, которые будут выходить, а также напишите пару слов в комментариях. Свои впечатления, делитесь теми работами, которые получаются у вас, задавайте вопросы, я на них обязательно отвечу. Ну а мы начинаем. Подошву я подобрала вот такую, черного цвета. Она достаточно жесткая, но и в то же время очень хорошо, удобно на ней будет ступать. Это 29 размер. Очень хороший бортик у нее для вязаной обуви. Вот поэтому я остановила свой выбор на этой подошве. И в грязь, и в любую погоду в ней ребенок может спокойно бегать. Пряжа филодискозия номер 5. Вот такая пряжа 100% катон, в 100 граммах 272 метра. И второе для сочетания у меня вот такая синяя. Это у меня пряжа Дива, Alize Diva. Вот. Я думаю, что они хорошо подойдут друг к другу. Попробую вот их вдвоем соединить. Крючок 2,25 это для обвязки подошвы и 2,5 для вязания самого изделия. Начинаем, как всегда, с подошвы. Я проколола отверстие по всей окружности подошвы на расстоянии полсантиметра обыкновенным шилом. Шило берем потолще, чтобы отверстия были достаточно широкие для того, чтобы вошел туда крючок. Ну и вязать начинаем с подошвы, делаем обвязку. Откуда я буду начинать? Ну, скорее всего, все-таки не с пятки, а вот здесь сбоку, потому что сразу потом буду вывязывать задник изделия, поэтому вот здесь отступаем где-то на соединение каблука и переда, вот здесь будем начинать ряд. Первый ряд, столбики без накида, делаем по всей окружности подошвы. Столбики без накида, в каждое отверстие по 2 столбика. В первое отверстие 1 столбик, и потом остальные все по 2 столбика. И закончим ряд. Опять в первое отверстие довяжем второй столбик. Вот так по кругу вяжем. Доходим до конца ряда, здесь довязываем последнее отверстие, столбик без накида, и потом еще в первое отверстие, с которого мы начинали, довязываем еще один столбик без накида и соединительный столбик в первую петлю обвязки. Воздушная петля подъема, и повторяем еще раз первый ряд. То есть вяжем столбики без накида в каждую петлю
весь ряд по всей окружности. Забыла здесь сменить крючок на 2,5. Меняем крючок, вяжем столбики без накида в каждую петлю обвязки. Следующий ряд заканчиваем тут, последние столбики провязываем и затем вяжем как бы обвязку низа пятки, немножко укрепим ее, провяжем длинными столбиками, то есть обвяжем пяточку всю столбиками без накида, но не из предыдущего ряда берем петли, а из ряда ниже. То есть на ряд ниже опускаемся и провязываем столбик без накида, такой удлиненный. И из каждый столбик провязываем именно такой длинный, из петли на ряд ниже. Сейчас попробую показать поближе, как это будет выглядеть. Вот сюда опускаемся к самой подошве на ряд ниже и провязываем столбик без накида к самой подошве. Каждый столбик провязываем вот таким образом. Вязать будем вокруг пятки, и на той стороне нужно поставить меточку параллельно вот этой петле, докуда мы будем вязать. Поставим туда маркер и наметим это место. Дальше вяжем до маркера. С этой стороны доходим до маркера, провязываем столбик без накида в петлю, в которой у нас стоит маркер, и эту петлю переносим на маркер, а нить протягиваем в начало ряда на ту сторону пятки. Дальше ряд начинаем с первой петли вот здесь наверху в уголочке и вяжем столбиками без накида до маркера на ту сторону. С этой стороны последний столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Переносим ее на крючок и вместе с этой петлей провязываем последний столбик без накида.
Затем снова переносим петлю на маркер и возвращаемся в начало ряда. Таким образом мы продолжаем вязать в высоту. Я думаю, что где-то 10 рядов, наверное, хватит высоты. Но со следующего ряда и все последующие мы будем вязать по узору. Будем вязать чередованием длинных и коротких столбиков, то есть один столбик будет идти из петли предыдущего ряда, следующий столбик из петли на ряд ниже, потом снова из петли предыдущего, из петли на ряд ниже. А следующий ряд уже будем вязать в шахматном порядке. Там, где были короткие, будем вязать длинные столбики, там, где были длинные, вяжем короткие. Вот следующий ряд, здесь уже вяжем чередованием длинных и коротких столбиков в шахматном порядке. Здесь видно уже, что где был короткий столбик, над ним будем вязать длинный, а там, где были длинные столбики, над ними будем вязать короткие в шахматном порядке. И так мы провязываем 10 рядов подряд. Вот задник я закончила, всего я провязала не 10, а 12 рядов. 10 мне показалось низковато, поэтому еще 2 добавила, 12 рядов по заднику. И теперь этот задничек нужно обвязать. Вот отсюда с угла начинаю вяжу столбиками без накида по всему задничку. Нить я протянула от последней петли, которую мы закончили, я ее переставила на маркер, и теперь до нее буду обвязывать. Потом захвачу эту нить с очередным столбиком, провяжу ее вместе, эту петлю, и дальше закончу с той стороны вот этого задника обвязку. Вот здесь, когда обвязываем угловые петли, то в одну петлю провязываем 2 столбика, чтобы у нас угол не был стянутый, чтобы ровненько стоял. Поэтому из одной петли 2 столбика и дальше, как обычно, столбики без накида в каждую петлю. На этом углу дошли вот до маркера. Здесь берем последний столбик, провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере, переносим ее на крючок. И в эту же еще угловую петлю провязываем еще один столбик без накида. Дальше до низу, как обычно, столбики без накида.
Здесь обвязку, когда закончили в углу, дальше я провязываю 6 столбиков без накида по боковой части. И вот отсюда у меня будет начинаться передняя часть. Сейчас будем вывязывать перед для подъема. Впереди здесь будет у нас бортик. Вот, и поэтому нам нужно наметить, значит, мы вот эти 6 петель отмерили с этой стороны, и 6 петель нам нужно отсчитать с другой стороны, и там тоже поставить маркер, чтобы мы знали, где у нас будет заканчиваться ряд. Так, вот это конец ряда. Теперь в начале один столбик провяжу и на предыдущий, на первый поставлю тоже маркер, чтобы знать, где ряд начинается. А дальше вяжем просто столбиками без накида от маркера до маркера. Здесь заканчиваем ряд, последний столбик без накида провязываем, тот, который у нас, на который петля на маркере стоит. И затем эту петлю переносим снова на маркер, а нить возвращаем в начало ряда. Начинаем ряд вот с этой угловой петли первой и вяжем по рисунку точно такому же, как мы вязали пяточку, чередуя короткие и длинные столбики. Один из петли предыдущего ряда, второй из петли на ряд ниже. Будем вязать этот бортик точно таким же рисунком. Вяжем до маркера. В конце ряда провязываем последний столбик вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее на крючок и провязываем вместе с этой петлей. Ряд заканчиваем, петлю переносим снова на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Вот таким образом мы провязываем 5 рядов. Вот 5 рядов мы провязали, этого достаточно, хороший подъемчик получился. И теперь мы вот эту нить обрежем, она нам сейчас пока не нужна. Конец нити прятать я не буду, потому что потом мы его спрячем в вязание. Ну и сейчас будем переходить к переду. Надо найти центральную петлю впереди
и наметить ее, поставить маркер. Теперь от маркера отсчитываем вправо 5 петель и начинаем ряд. Теперь буду вязать синей нитью. Первый столбик без накида, затем воздушная петля. Маркер можно убрать, он нам больше не будет нужен. Теперь одну петлю пропускаем и во вторую 2 столбика с одним накидом. Один столбик с одним накидом. И затем в эту же самую петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. 2 столбика с одним накидом из одной петли вывязываем. Теперь снова одну петлю пропускаем и из второй петли 2 столбика с одним накидом. Одну петлю пропускаем, со второй 2 столбика с одним накидом. Снова пропускаем петлю, 2 столбика с одним накидом из одной петли. Теперь одну петлю пропускаем и столбик без накида. Эту петлю переставляем на маркер. Протягиваем нить в начало ряда, отступаем, одну петлю пропускаем вперед, во вторую начинаем вязать столбик без накида, воздушная петля, и затем начинаем вязать по 2 столбика без накида между каждыми парами. Вот здесь между первой петлей и первым столбиком с одним накидом начинаем вязать по 2 столбика с одним накидом. И вот между следующими двумя парами тоже 2 столбика с одним накидом. От начала до конца ряда по 2 столбика с одним накидом между парами столбиков. В каждом ряду у нас будет увеличиваться на одну пару с одной стороны 2 столбика с одним накидом будут дополнительные, и с другой стороны будет дополнительные 2 столбика с одним накидом. Вот здесь последнее мы вяжем столбик с одним накидом, обычный, а потом у нас петля на маркере, мы вяжем столбик с одним накидом вместе с этой петлей, которую мы снимаем с маркера на крючок. Дальше пропускаем петлю и столбик с одним накидом во вторую петлю. Петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Делаем то же самое, отступаем вперед, одну петлю пропускаем, во вторую начинаем вязать столбик без накида, воздушная петля, дальше по 2 столбика с одним накидом между каждой парой, начиная вот с первого вот этого у нас с первой арочки, которая от петли до первого столбика. 2 столбика без накида, потом следующую пару 2 столбика, от начала до конца ряда провязываем по 2 столбика с одним накидом.
В конце ряда также один столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем петлю с маркера на крючок и вместе провязываем столбик с одним накидом. Затем воздушная петля, одну петлю пропускаем и столбик без накида. Заканчиваем ряд. Переносим затем эту петлю на маркер. Нить возвращаем в начало ряда и повторяем то же самое до тех пор, пока мы не дойдем до конца бортика. Когда доходим до последнего ряда, здесь уже мы оставляем эту нить и ввязываем черную нить. И черной нитью мы будем вязать язычок. Поэтому здесь вяжем столбик без накида, воздушную петлю подъема, разворачиваемся на изнаночную сторону и первый изнаночный ряд вяжем столбиками, не столбиками с накидом, а полустолбиками. Делаем накид и вяжем столбик с этим накидом. Полустолбики. В конце ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся на лицевую сторону и лицевой ряд вяжем просто столбиками без накида. Но чтобы язычок был ровненький, тут важно начинать с первой петли. Вот самая первая петелька, из которой у нас выходит воздушная петля подъема. С этой петельки начинаем ряд. В конце ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся и с самой первой петельки точно так же столбиками вяжем изнаночный ряд. Но лицевой ряд у нас столбики без накида, а изнаночные ряды столбики, полустолбики. То есть накид делаем, но вяжем как столбик без накида, то есть полустолбиками. И так продолжаем вязать вверх на необходимую высоту язычка. Все изнаночные ряды вяжем полустолбиками, все лицевые столбиками без накида. Вот я провязала 18 рядов всего, 9 лицевых, 9 изнаночных. И я считаю, что этого достаточно. Вы смотрите, еще вот по боковой части равняйтесь. Вот у нас боковая часть будет задник выровнен с боковой частью. Язычок должен слегка подниматься над боковой частью. То есть это на один, может быть, ряд столбиков без накида. Поэтому вот это будет достаточная длина язычка. Теперь нить протягиваем в угол и отсюда с этого угла начинаем обвязку язычка столбиками без накида. Весь язычок, в каждую петелечку столбик без накида.
В углу провязываем угловую петлю, а затем 2 петли вместе. Следующие 2 петли вместе, чтобы у нас получилось как бы закругление этого язычка. Дальше вяжем также столбики без накида до следующего угла. Перед следующим углом также 2 петли провязываем вместе, затем угловую петлю вместе с петлей, которая у нас на маркере, и заканчиваем обвязку внизу с той стороны язычка. Обвязку закончили, черную нить обрезаем, и теперь забираем вот этот конец нити, который у нас, и будем вязать синей нитью вот здесь по боковой части. Начинаем столбиками без накида, вяжем до низа боковой части, вот сюда. Доходим до конца ряда, провязываем 2 соединительных столбика, разворачиваемся на изнаночную сторону и начинаем вязать со второй петли от крючка. Вяжем столбики без накида в обратном порядке до конца ряда. Каждый ряд у нас будет получаться на один столбик больше. Здесь провязываем последний столбик, затем воздушная петля подъема, разворачиваемся на лицевую сторону, и вот лицевой стороны с этой стороны в лицевом ряду будем всегда вязать с первой петли, из той, из которой у нас воздушная петля подъема, а конец ряда будем заканчивать 2 соединительными столбиками и начинаем со второй петли от крючка. Провязываем последний столбик без накида, затем 2 соединительных столбика, разворачиваемся на изнаночную сторону, начинаем вязать изнаночный ряд со второй петли от крючка.
Продолжаем так вязать до тех пор, пока мы не подойдем к задней части. Когда доходим до задней части, вот уже делаем соединительный столбик вот здесь на задней части 1 и 2. Разворачиваемся и потом снова также точно продолжаем вязать. Только соединительные столбики теперь не по боковой части будут у нас, а по заднику вот здесь. Когда боковую часть мы провязали до верха, вот так, где верх задника соединился у нас, здесь мы обрезаем уже эту нить. И теперь переходим к другой боковой части, с той стороны ботиночка. С этой стороны вяжем точно так же, только начинаем мы вязать не от переднего угла вот здесь, а снизу. Снизу будет начинаться ряд, и будем вязать поворотными рядами точно так же до соединения с задником, потом соединительные столбики по заднику будем ставить. Ну, в общем, аналогично, просто в зеркальном отражении. Соединительные столбики вяжем, заводя крючок с лицевой стороны, чтобы у нас не было отверстий и было ровненькое вязание. Вторую часть боковую мы закончили, и теперь вот эту петлю мы ставим на маркер и аккуратненько протягиваем нить через весь ботиночек вот сюда в угол перед язычком. Теперь заводим крючок вот в первом ряду, в последнем ряду переда, вот под первый столбик. Захватываем его и провязываем столбик без накида. Затем воздушную петлю. И дальше переходим на боковую часть. Вяжем по боковой части столбики без накида. Здесь доходим до маркера, провязываем вместе с маркером столбик, вот вместе с петлей, которая на маркере, столбик без накида, двигаемся дальше вниз до боковой части.
С этой стороны точно так же под первый столбик последнего ряда переда подсоединяемся столбиком без накида, и затем воздушная петля подъема, и переносим петлю на маркер. Нить протягиваем на ту сторону. Когда прокладываем нить, надо следить, чтобы она не болталась и не была слишком натянута, чтобы потом, когда мы ее ввязываем, нигде не было перекосов, чтобы все было ровненько. Прокладываем нить вот сюда, в самый угол. Вот. И затем мы уже будем брать второй столбик в последнем ряду вот переда. Поэтому заводим крючок под второй столбик, провязываем столбик без накида, воздушную петлю, и дальше опять переходим к боковой части и вяжем то же самое, столбики без накида до той стороны. На этой стороне в конце ряда провязываем последний столбик без накида вместе с петлей, которая у нас на маркере, и затем присоединяемся ко второму столбику последнего ряда переда. Точно так же, как мы с той стороны вяжем, здесь точно так же зеркально присоединяемся. Присоединяемся столбиком без накида, затем воздушная петля, и переносим петлю на маркер. Нить протягиваем в начало ряда, и затем присоединяемся к третьему столбику последнего ряда переда и вяжем еще один такой ряд. А дальше мы сделаем отверстия для того, чтобы привязать к ним шлёвки-застежки. Вот у нас 3 ряда провязаны, сейчас будем 4-й ряд вязать. Протягиваем нить в начало ряда, присоединяемся к 4-му столбику последнего ряда переда. Также вяжем столбик без накида, затем воздушная петля, и затем переходим на боковую часть. По боковой части провязываем 4 столбика без накида, потом 5 воздушных петель, 4 петли пропускаем, в 5-ю столбик без накида, опять 4 столбика без накида, снова 5 воздушных петель, и дальше столбики без накида до конца ряда. У нас с этой стороны получается 2 арочки. Значит, вяжем 4 петли, потом 5 воздушных петель, пропускаем 4 петли, в 5-ю опять столбик без накида, снова 4 воздушных петли, 4 столбика без накида, 5 воздушных петель, и потом уже все. И мы больше отверстий не делаем ни на этой стороне, ни на той. То есть до конца ряда вяжем столбики без накида. Застежка будет крепиться только с внутренней стороны ботиночка. И вот эти отверстия я делаю специально, чтобы привязать сюда застежки. Если сверху делать, я думала навязать шов, сделать и к нему, то все равно это будет не так прочно. Поэтому я сделала вот такие отверстия, чтобы у меня был борт, к которому я буду привязываться. Вот на этой стороне отверстий у нас нет. Теперь мы закончили ряд, беру черную нить и делаю обвязку. Последний ряд это будет ряд обвязки. Обвязку делаю черной нитью, столбиками без накида, отсюда и до конца ряда. Столбики без накида в каждую петелечку.
Когда обвязка закончена, нить обрезаем и прячем ее с изнаночной стороны в вязание. Ну и теперь осталось пришить застежки. Значит, вот синей нитью, здесь вот как раз, где у нас были сделаны отверстия, к бортику прямо привязываемся столбиками без накида. И у меня будет на 6 петель пряжечки такие, ну как не пряжечки, а шлевочки, которые будут застегиваться на липучку с другой стороны. Поэтому 6 столбиков без накида в каждое отверстие и провязываю поворотными рядами столбиками без накида необходимой длины вот такие ремешки. Возможно, вы захотите сверху привязаться, не будете делать отверстия, но я посчитала, что такой способ будет очень крепко держать эти ремешочки. Детская обувь, все-таки ребенок может их тянуть, там, и они могут оторваться, если просто сверху привязать. Поэтому я привязываю вот так как бы к бортику и поворотными рядами. Чтобы ремешки были ровненькими, обязательно провязывайте последнюю петельку и первую самую, из которой у вас воздушная петля подъема в начале каждого ряда. 6 должно быть в лицевом ряду столбиков, 6 в изнаночном, всегда 6. Вяжем вот так необходимой длины ремешок, чтобы он на следующей стороне ботиночка за язычком мог свободно застегнуться на липучку. После того, как провяжем один ремешок, вяжем точно такой же второй ремешок и делаем обвязку черной нитью столбиками без накида. Вот такие у нас получились два ремешка. Ну и теперь задача к ним пришить липучку. У меня вот есть такая лента, липучка двусторонняя. Она просто разрезается необходимой длины и пришивается. Я просто возьму иголку, нитку черную и очень крепко по периметру пришью эту липучку. Одна сторона ленты пришивается к бортику, а вторая сторона пришивается к ремешку, и потом они уже будут держаться. Все, наши ботиночки готовы. Осталось теперь положить стельки. Здесь вот такие, они довольно ребристая подошва внутри, поэтому можно проложить кож-картон, сверху стельку положить или еще какой-то жесткий материал под стельку. И очень славненькие получились ботиночки. Я думаю, что ребенок будет очень доволен, потому что они не будут натирать, они будут очень удобные и очень легкие. Дорогие друзья, если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк.
Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. И помогите, пожалуйста, продвижению моего канала, написав хотя бы пару слов в комментариях. Буду вам очень благодарна. Желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!